Вы на канале Сказки-рассказки. Здравствуйте, дорогие ребята! Послушайте сказку, которая называется «Соломинка, уголек и боб». Жила-была одна старушка, старая-престарая, 80 лет ей было. Пошла старушка на огород, собрала целое блюдо бобов и решила их сварить. Вот, думает, сварю бобы и пообедаю. Растопила она печь, и чтобы огонь разгорелся получше, подбросила в топку пучок соломы, а потом стала сыпать в горшок бобы. Вот тут-то все и началось. Когда сыпала она бобы в горшок, один боб взял да и упал на пол. Упал и лежит рядом с соломинкой. И сюда же на пол выскочил из печи раскаленный уголок. Вот соломинка и говорит: «Милые друзья, откуда вы здесь?» «Я, — отвечает уголек, — из печки. Если бы, — говорит, — я оттуда не выскочил, я бы пропал. Пришлось бы мне сгореть и рассыпаться золой». А боб говорит: «И мне посчастливилось, что я сюда упал, а то пришлось бы мне, как и другим моим приятелям-бобам, в кашу развалиться». А соломинка говорит: «И я рада, что в печку не попала, а здесь лежу». «Ну а что же мы теперь делать будем?» – спрашивает уголек. «Я думаю, — сказал боб, — вот что. Пойдемте-ка путешествовать». «Пойдем, — сказали уголек и соломинка. И пошли они вместе, боб, соломинка и уголек, путешествовать. Долго шли и пришли к ручейку. Ручеек маленький, узенький, а перебраться через него трудно, мостика нет. «Как тут быть?» – подумала соломинка и говорит: «Мы вот что сделаем. Я перекинусь с бережка на бережок, а вы по мне переправитесь, как по мосту». Так они и сделали. Перекинулась соломинка с берега на берег, и первым побежал по ней уголек. Бежит, как по мосту, добежал до середины и слышит: плещет внизу вода. Стало ему страшно. Остановился он и кричит: «Боюсь воды, боюсь воды». А пока он стоял и кричал, соломинка от него разгорелась, распалась на две части и полетела в ручей. Уголек тоже упал в воду и зашипел: «Тону, спасите!» и пошел ко дну. А боб осторожней был, он на берегу остался. Остался на берегу и давай смеяться над угольком и соломинкой. Смеялся он, смеялся и лопнул от смеха. Плохо бы ему пришлось, но на его счастье сидел на берегу бродячий портной, достал портной нитки и сшил обе половинки боба. А так как у портного белых ниток с собой не было, зашил он боб черные нитки. С тех пор у всех бобов черный шов посередине. Вот и все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.